Итак, записываю 29 марта 2022 года. Обращаюсь к американскому народу. Мне тяжело говорить, я инвалид. Много лет назад я родилась в еврейской махале, в мусульманской стране. Росла на стыке мусульманства и иудаизма. Россия не моя родина, но я русская, хоть и с примесью греческой крови. И вот что я вам, американцы, скажу. Мы с вами очень разные. Что-то важное, значимое для вас не имеет абсолютно никакого значения для нас. Ваши ценности – это не наши ценности. Для вас сила в деньгах, для нас в правде. Большая часть мира, подавляющее большинство людей на планете Земля вас ненавидит, проклинает и мечтает о вашем истреблении. Вот почему. США, мировой агрессор, вмешивалась в дела 50 стран более 130 раз. Ребенком я видел по ТВ вашу агрессию во Вьетнаме, как вы убивали мирных жителей. Помню Афганистан и как моя семья бежала с самой границы в Россию. Видела, как вы разрушали Россию через Чечню. Я плакала, когда вы 8 суток бомбили наших братьев-сербов. Когда вы преступно разрушили Югославию, признав независимость Косово. Я с ужасом смотрела транслируемые по всему миру кадры бомбежек Ливии и убийства Каддафи. Кадры повешения Саддама Хусейна в Ираке. Вы нагло влезли в Сирию, хотя вас никто не звал. Вы построили биолаборатории со страшными вирусами на территории Украины. И это признала Виктория Нуланд, создавая смертельную опасность для России. Ваше правительство ведет бизнес на людской крови, а вы все кормитесь от этих денег, получает кровавых миллиардов, лишь жалкие центы. Вы несете народам всего мира не демократию, вы несете боль, войны, смерть. Именно вы возродили фашизм, нацизм на Украине. Вы спонсируете фашистов, стреляющих в ноги пленным, прибивающих их к кресту и сжигающих заживо, втыкающих в глазницу связанного человека нож с криками «Слава Украине!». Именно вы поставляете ему оружие и принуждаете других зависимых от вас государства помогать украинским фашистам. Америка – государство-паразит, государство-агрессор. Вы преступники, вы не люди, вы хуже варваров, вы душители демократии. В чем ваша демократия? В разрешении пихать свои половые органы в запрещенные Богом и человеческой морали места? Да вы сами долбите друг друга хоть и в уши, хоть и в нос, но не навязывайте садомитство и пороки другим народам. Это вы сатанисты, другие народы с Богом. Вы не имеете права говорить людям, куда им трахаться и что делать. Вы настолько омерзительны своими гей-парадами, лесбиянками, трансгендерами, феминистками, что вызываете у народов мира рвотные позывы и отвращения. Вы Европу превратили в тупую гей-ропу. Вы не имеете никакого морального права вообще говорить. Какая демократия, если вы лишаете людей свободы слова, блокируя YouTube-каналы блогеров, рассказывающих правду? Какая демократия, если вы поддерживаете на Украине режим, закрывший практически все СМИ? И вы говорите России про демократию? Вы душитель свободы. Что вы, американцы, вообще делаете на другом континенте, на Украине, на нашей исконно русской земле? Зачем вы построили там биолаборатории со смертельными вирусами? Вы убийцы. Вы когда-то заражали одеяло и раздавали коренному народу Америки, индейцам. Не вы ли заразили китайцев коронавирусом, чтобы разрушить их экономику? Ведь именно Китай ваш враг номер один. От России вам нужна Сибирь, полезные ископаемые земли. Все из-за денег. Все из-за вашей ненасытности и жажды крови. Вы разжигаете один за другим пожары возле наших границ. Устраиваете цветные революции, поставляете оружие.
На все преступления вашего правительства вы, американцы, молчите, потому что вы страна рабов. И неправда, что рабства у вас нет. Вы до сих пор рабы. Ваше правительство ведет себя со всеми народами мира, как с рабами. Россия рабства не знала. Русские не рабы. Ваша хваленая американская мечта – ничто в сравнении с возможностями России. Я инвалид второй группы. Ни о чем по-американски не мечтала, просто переехала в 53 года жить с самого юга России в Москву. Купила недвижимость. Это в Америке невозможно. У вас в 53 года возможно лишь бездомным стать. Вас дурят сказками про американскую мечту. Понимаете теперь, насколько мы разные? Для нас отвратительно ваше садомство. Ваше садомство противно и мусульманам, которых множество, и которые сохранили Божьи законы. Гомофобия – ваш излюбленный конек для военной агрессии. Вы сначала не кричите, а потом лезете в страну и уничтожаете ее. По всему миру сколько вы уничтожили мирного населения? Сотни тысяч. Вы не можете не лезть, не разрушать. Сколько комару не объясняй, что торт вкуснее крови, он будет сосать кровь, пока не оторвут его хоботок. Вот так и вы. Вы проплачиваете массовку на антироссийских митингах, ведете подрывную деятельность, сеете ненависть к русским по всему миру. Вы лживые до бесконечности, до безумия. Вы молчали 8 лет с 2014 года о том, как ежедневно украинские фашисты обстреливали Донбасс, убивали детей и женщин. Вы молчите сейчас о продолжающихся обстрелах Донбасса. Вы молчите, что Америка намеренно взращивала на Украине ярый фашизм, с которым боролись наши деды. Война на Украине началась не в 22 году, а в 2014. Вы дети сатаны, а мы Божьи дети. Я знаю, что эти слова вас не вразумят, но я говорю не для вразумления. Я делаю вам последнее предупреждение. Судить миллионы человек невозможно, а потому, если Америка не уберется прочь с нашего континента, не изменит свою агрессивную политику по всему миру, не покается за свое садомство, за грехи, за агрессию, за все причиненное людям зло, она будет уничтожена. И не думайте, что на вас нападет величайший президент всех времен народов Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает 80% населения России. Нет, Всевышний повторит историю Содома и Гоморры. На вашем континенте сначала все будет выжжено, а потом смыто океаном до полного истребления. Земля очистится от вас и будет заселена заново. Вы занимаете первое место по смертности от коронавируса. Вы страдаете от усиливающихся природных катаклизмов, но выводов не делаете, не справляетесь. У Создателя терпение не бесконечное. Вам давали много шансов. Вы на них плевали. Это последний шанс исправиться. Все исправить и начать молиться. Знайте, на свои бумажные доллары вы себе жизни не купите. Посмотрите, как одна девочка-башкирка и другая девочка из далекого от России Кыргызстана доказывают своим родителям со слезами, что они русские. Посмотрите на нашего маленького воина, которого приветствуют солдаты на параде. Ссылки я дам в описании. Знайте, Путин – лидер нации. Русские пойдут за ним и будут делать, что надо. Нам не страшно поднятие цен, уменьшение ассортимента товаров. Мы плевали на все ваши санкции. Русские готовы голодать и умирать, но будут идти за своим лидером. За Путиным пойдет весь мир. Мы все русские, вне зависимости от национальности, веры, места проживания. Еврей в Израиле и немец в Германии
продолжают быть русскими, если они родились в России. Нас много, мы везде, и с нами Бог.